напрасна мольба, слезы и темные взгляды, томный вид. Здрасте, Соня, романтичная Эти. И сегодня я вам расскажу, как пронести идеальное свидание для нее. Yes, queen. Для того, чтобы успешно провести свидание для Мормисов, нужно понять, с какой целью вы на него идете. Я не буду за вас осуществлять целеполагание и сделаю это за нас, девушек. Мне кажется, что девушки ходят на свидания по 6 основным причинам. А точнее, у них всего 6 целей, которые часто сочетаются по несколько штук в одном свидании. Если вы покроете 5 из них, то свидание просто не может считаться провальным с точки зрения марксистского материализма. Начнем с первой цели – найти свою любовь. Серьезные отношения – это золотой билет в лучшую жизнь для каждой девушки. Найдя любовь, мы решаем множество проблем сразу. Например, больше не нужно тратить тонны бабла на косметику, потому что серьезные отношения рано или поздно переходят на стадию сожительства, а там уже бесполезно скрывать истинное лицо. Потому что тебя любят по умолчанию. Нагрузка на психику в виде контроля за поведением тоже снижается, потому что можно до какой-то степени перестать быть лучшей версией себя 24/7 и перестать изображать небесное создание, ну или пик-мини такуси, или... Я не такая. Каждый знает свое место, кроме меня. Я дивергент. Любовь позволяет устроить совместный бюджет и перестать выбирать между молоком и фруктами и мясом. Потому что денег в РФ у вас сейчас хватает только на что-то одно из этого списка. А когда источника заработка у бюджета 2, или в случае особо прошаренных барышень 3-4, то и жить в разы легче. Наконец, любовь радикально снижает тревожность, хотя первое время она переходит на партнера или партнершу, но потом рассасывается. Вас желают, а значит, вы хороши, и это буст к самооценке. Вы не неудачница, раз у вас есть пара. В конце концов, раз получилось в этот раз, то получится еще, если вдруг вы расстанетесь. Иными словами, здоровые романтические отношения – это прямо джекпот. Ну, не каждой нужно все и сразу и сейчас. Некоторые леди по каким-то своим причинам не хотят нырять в омут любви и плещутся на мелководье в садке с головастиками и мальками. Я, например, когда влюблена, подражаю его одержимость и гиперкомпенсацию. Так что после катастрофических отношений уворачиваюсь от стрел Амура. Не исключено, что у девушки, которую хотите позвать на свидание, могут быть какие-то свои мотивы избегать чувства или даже недиагностированная психопатия. Так что пойдемте к другим поводам для свиданий. Повод 2. Вторая популярная цель у свиданий – это, конечно же, либидо. Ну, с удовлетворением базовой половой потребности у девушек не все так просто. Потому что, в отличие от парней, нас недостаточно потереть скользкой ладошкой в нужных местах. Наверное. Ну, по идее, у всех по-разному. Но в большинстве случаев нужно, чтобы гордая и сильная самка банально не боялась своего потенциального партнера. По моему опыту, лучшим афродизиаком является доверие и уверенность в том, что вас не обидят. Выбрать самца, который удовлетворит женскую жажду страсти, на самом деле сложно, потому что по внешнему виду почти невозможно оценить главные его навыки. Вдруг он при всей своей красе бревно в постели? Или еще хуже, арбузер-террорист?
что подводит нас ко второму критерию. Первый критерий – это его навыки. Второй критерий – ранее упомянутая надежность и безопасность. Понимает ли он слово «нет»? Ударит ли он меня больно, если я сама вовремя не пойму слово «нет»? Будут ли скрытые камеры и внезапные появления жены, русаков и отряда ОМОНа в плохом смысле? К сожалению, в деле девичьего промискуитета нельзя быть уверенной почти ни в чем, отчего это и опасно, и порождает травматичный опыт, что вызывает отвращение от практики и в итоге загоняет в бунинг и эскапизм. Ну или в моноандрические отношения. Фу. Номер 3. Третий критерий, к которому нас подводит предыдущий, это фактор манкости и хорни фактор. У каждой девушки есть свой набор фетишей и фантазий, который приводит ее в состояние оргиастической страсти. Но, к сожалению, чем больше мы, девушки, привыкаем к утилитарным интернет-продуктам для взрослых, тем меньше нам нравится реальность. В особо тяжких случаях, после длительного увлечения дамскими романами из запретной секции библиотеки, тех, что даже в мангу никогда не нарисуют, потому что там слишком все попирает Женевские конвенции. После такого 3D-куны уже не нужны, а иногда и 2D уже не нужны. Нужен рехаб и поход к психологу. И я не осуждаю, не осуждаю, но просто хочу предупредить, что все хорошо в меру, и если переборщить с бунингом, то реальность утратит всякую ценность, и получить удовольствие в физическом мире получится только после дозы буниопиума. Но не волнуйтесь, братишки, еще не все тяночки утратили связь с реальностью и возможность радоваться простым ванильным радостям. Просто нужно организовать им контекст, в котором все будет единой стилистики. В идеале именно той, которая располагает к проявлению чувств в интимной обстановке. Но как же узнать, что же это за набор такой? Тут у каждой свои таракасики. И пока ближе ее не узнаете, найти подход не получится. Разве что она сама вам расскажет, что и как и куда, и в какой последовательности. В этом плане я сильно завидую парням, которых иногда достаточно пару раз похвалить, чтобы они пошли стирать трусишки. Прямо по Фрейду, надо же. Подведу итоги. 3 основных навыка хорошего любовника, которых не получается разглядеть на вид. Первое. Умение доставлять удовольствие. Второе. Доверие и безопасность, чтобы без стелсинга и без боли и принуждения. И третье. Умение создать возбуждающий сценарий. Вы, наверное, заметили, что я не упомянула базовую базу. Да. Про логистику и гламурную гигиену. Потому что это универсальные навыки для обоих полов. И если вы сами не догадались, то вам лучше не ходить на свидание. А может быть, провериться на умственную отсталость. А сейчас краткий тест на умственную отсталость. Первое. Если у вас на телефоне ВК-видео. Второе. Пользуетесь ли вы Яндексом вместо альтернативных поисковиков? Третье. А третьего не будет, потому что если ответ «да» хотя бы на один из этих вопросов, то вас нужно стерилизовать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в телегу, ссылка в комментариях. Ну и, наконец, третья, последняя причина пойти на свидание для девушки – это удовлетворение косвенных потребностей. И косы тут ни при чем. Еда, знаете ли, стоит все дороже,
а платят нам меньше, чем мужчинам, а тратим мы больше. Плюс розовый налог. Так что покушать или сходить в кино лишним точно не будет. Не говоря уже о подтверждении собственной ценности. Ну там, игла одобрения, часики тикают, нет парня, значит ты неудачница, культурный аспект. Теперь, когда вы знаете основные цели свиданий, можно понять, как эти цели реализовать и провести супер-классное свидание. Уху-ху-ху! Давайте снова на 3 пункта поделим, как провести супер-классное свидание. В первую очередь нужно выяснить ее мотивацию, ее причину пойти. Ну, смотрите выше. Чаще всего это пункт 3. Голод и нищета. Ну, если это пункт 1, то у вас почти нет шанса на промискуитет. Почти. Но лучше даже не пытаться. Поверьте мне, это все испортит. Если, конечно, между вами не вспыхнет легендарная любовь с первого взгляда, и вы не устремитесь держать за руки подальше от людских глаз. Что тоже возможно, но на грани статистической погрешности. Когда вы поняли, чего она хочет, а сделать это нужно в формате ненавязчивого, цивилизованного диалога, можно начинать подготовку. К тому же, это даст вам время, нужное вашему контакту, чтобы привыкнуть к вашему существованию и не воспринимать вас как поп-ап-баннер на браузере без отблока. Как правило, это 1 день. И если вы нацелены решительно, этого должно хватить на пробивку данных. Зачем же вам узнавать все, что только можно, и устраивать интернет-сталкинг Блицкриг? А для того, чтобы узнать ее интересы и тайные увлечения. Потому, сколько ей лет и откуда она, вы можете понять медиафон, который ее сформировал. С кем вы имеете дело? С виабушницей, выросшей на ретро-аниме «Безумный азарт»? Или милфой, которая еще застала Никелодеон? В смысле, канал такой с мультиками, а не кинотеатры, которые так назывались в Америке в начале 20 века, потому что Никел — это такая американская копеечка, а Одеон — это с латыни «место для пения», и получается Никел-Одеон. Поняли? Ну, не все же полуэльфийки, да, братишка? Я попытаюсь подмигнуть. Может, на кнопку нажать сейчас? Не все же полуэльфийки, да, братишка? Теперь, когда вы узнали, чем она интересуется и что ей нравится, задайте своей любимой нейросети следующий промпт. Я в городе, ставьте нужное, и хочу на свидание, где можно дешево сделать то-то и то-то, или бесплатно. Назови топ-5 бесплатных и топ-5 недорогих вариантов на актуальная дата. Отвечай лаконично, без рекламы, ищи, не выдумывай. Конец промпта. Но если вы не хотите пить кислородные коктейли из аптеки и кататься на качелях, то даже не думайте меня звать на такое свидание. В смысле, добавьте в промпт возраст. Навожу пример плана, который у вас может получиться. Вот и все. Этого должно хватить. Но я как опытный педагог знаю, что нужно все всегда повторять. Поэтому давайте сейчас вам по полочкам, по пунктам повторю краткую схему действий, окей? Пункт 0.
Используя СМИ и социальный инженеринг, найдите тех, кто вам нравится и кому можете понравиться вы. Если не знаете как, спросите нейросеть. Я вам лично советую скачать приложение BeGoLive и посмотреть на настоящих живых женщин, как они там в прямом эфире знакомятся для удовлетворения пунктов из нашего списка выше. Посмотрите, тряните реальность, поймите, на кого вы готовы. Потому что запросы типа «юная, красивая, верная, опытная девственница, с которой интересно, и чтобы я ей нравился, и будет как мама мне вытирать сопли, и готовить бенто, и сама платить на свиданиях, и подчиняться мне как начальнику, интересоваться тем же, что и я». Ну, вы поняли, такие запросы ни к чему хорошему не приведут. Более того, если вы встретили прелестницу, которая под все эти критерии подходит... Бегите, глупцы! Ладно, теперь к настоящему списку. Пункт 1. Предложите ей сходить в места из списка, чтобы познакомиться. Желательно, кто приглашает, кто-то оплачивает. Не то чтобы мне нравилось, но у самой денег нет и не будет. Не мы такие, жизнь такая. Пункт 2. Если назовет вас в конкретное место, не ведитесь. Это разводка. Настоящие живые женщины почти всегда соблюдают общественные приличия и вынуждены играть по правилам. Так что если видите, что она подозрительно к вам расположена, включайте недотрогу и знакомьтесь так, будто вы в библиотеке работаете над курсовой, а она столкнулась с вами и помогает поднять ксерокопии. Ксерокопии – это такие бумажки, как цифровой документ, только на бумаге. У кого дома принтер, те поймут. А библиотека – это куда люди ходят зарядить свои ноутбуки и планшеты. В общем, не ведитесь. Если она настаивает на месте, которое выбрала сама, то предупредите, что кто выбирает место, тот и оплачивает свидание. Знайте себе цену, братишки. Если у вас было 100 неудачных попыток, то от 101 ничего не изменится. Подумаешь, одной больше, одной меньше. Каждый год на арену выходят новые поколения пригодных для свиданий девушек и парней. Они будто становятся в строй или в очередь. И если у вас не вышло с поколением этого года, то потенциальные партнерки не перестанут спавниться. Если же вы до сих пор не переехали в город-миллионник, то попросите мамочку, с которой живете. Она вам найдет хорошую девочку или тетеньку. Пункт 3. Встретившись на свидании, говорите ей только то, что она хочет услышать, как на собеседовании. Удовлетворяйте ее цели, прямо как на свидании в игре Sims. Кстати, отличное пособие по свиданиям, хоть и нереалистично легкого уровня. Например, там можно целоваться уже на первом свидании, когда в жизни интимные взаимодействия без бухла так быстро не случаются. Кстати, да, если она бухает, то есть шанс, что готовится к поцелуям. Тут как с кошечкой. Сначала пусть сама вас потрогает, потом потрогайте ей лапку, погладьте. Хотя, по моему личному опыту, это все проговаривается в диалогах. На все интимное нужно четкое вербальное разрешение, желательно при свидетелях. Я ни разу в жизни не целовалась на первом свидании. На автопате – да, если понимаете. А вот на куртуазно-протокольной части это дикость какая-то. А в Sims можно на раз-два слюнями друг друга аж с экрана брызгает. Я, конечно, не осуждаю, но вы, если решите научиться свиданиям через Sims, то имейте в виду, что там большая часть нереалистична, ок? Ок. Пункт 4. Смотрите ей в глаза. Ничто не выражает симпатию так, как прямой взгляд в глаза. Если ваша вторая половинка не смотрит вам в глаза в ответ,
что? Или это не человек, или вы неинтересны. В обеих случаях лучше не надо иметь с этим дело, а? Пункт 5. Теперь, когда вы развлекли ее же увлечениями, и сделали вид, что вам нравится все то же, что и ей, когда она чувствует себя желанной и успешной, потому что вы достаточно раз взглянули ей в глаза, может быть, даже сделали комплимент, и, конечно же, когда она доверилась вам и чувствует себя в безопасности, скажите ей вслух, вербально, ртом, волшебное заклинание. «Ты мне нравишься!» И улыбнитесь. Это, наверное, самая сложная часть. Понимаю, мне самой очень сложно такое делать. Но если все правильно сделать, то магия сработает. Прилетит Амурище и пустит ей в чресло самую толстую стрелу любви. Ну или по ее реакции станет ясно, что твоя принцесса в другом замке, дружок. Увы. Вывод. В целом, успешные свидания проводить дорого и эмоционально сложно. Нужно иметь заготовки на случай разных интересов, чтобы в случае спонтанной смены планов или свидания вслепую знать, куда ее вести и что делать. Я бы хотела жить в мире без абьюза и ложных заявлений на абьюз. И в идеале без безнравственных манипуляций и лжи с целью провести идеальное свидание, чтобы можно было самой куда-нибудь звать. А еще в другой экономической формации, но имеем, что имеем. Это же был туториал не о том, как обезопасить себя от разводилова, шантажа или заявлений в орган. И не туториал о том, как удовлетворить ваши цели. Я даже не раскрыла еще 3 пункта, но вы можете спросить про них лично в Телеграм. Ссылка в комментариях.